Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Спасибо вам огромное за то, что смотрите, лайкаете, комментируете. У нас сегодня новый урок. Поехали! У меня сегодня клиентка с сверхрастущими ногтями. У нас один поломанный пальчик, и у нас в проекте дизайн на две руки разный, но в то же время выполненный из одних и тех же материалов. Поэтому быстренько, как обычно, выполняем коррекцию, опускаем вверх подпрыгнувшие боковые параллельки. Этим мы с вами на этих ручках занимаемся постоянно, каждый раз, ничего новенького. Восстанавливаем поломанный пальчик и переходим к самой-самой любимой моей части, к дизайну. Итак, в качестве дизайна у нас сегодня будут две разных руки, но выполненные из одних и тех же материалов. В качестве используемых материалов у нас будет вот такой вот оттенок красного в качестве покрытия на обеих ручках. У нас будут блестки в баночке, мы с этими блестками с вами уже тоже работали, серебряные, вы их у меня на канале видели. И у нас будет черная белая красочка. Все, никаких больше дополнительных материалов мы использовать не будем. И из этих материалов при большом желании можно сделать 500 миллионов вариантов дизайна. В данном случае мы сделаем только 2, но поверьте мне, можно сделать реально 500 миллионов. Обычно с нехваткой материалов сталкиваются люди, которые только-только начинают заниматься ногтями. Себяшки или начинающие мастера, у которых еще нет достаточного количества каких-то там изысков материальных, и им хочется из того, что у них есть, выкрутить максимум. А вообще мне давно и очень интересно с вами, с моими зрителями познакомиться. Мне очень интересно, какой аудитории у меня больше. Вы уже работающий мастер, или вы только-только начинающий мастер, или вы клиент, который ходит к мастеру. Напишите в комментариях, давайте с вами познакомимся, мне будет очень приятно. Ну и зная, какой аудитории у меня больше, я смогу лучше подбирать какие-то моменты и освещать какие-то вопросы у себя в роликах. Поэтому мне будет очень полезно узнать, кто же вы у меня. Итак,
Оставшуюся часть, незакрашенный камуфляжик, ну то есть одну часть пальчика мы покрыли бордовым гель-лаком, вторую часть пальчика я развела красочку с финишным покрытием и сделала вот такую вот вуальку. Перекрыла это все безобразие матовым топом и теперь по матовому топу начинаю прорисовывать. Прорисовка здесь абсолютно простая. Просто вот такие вот двойные петельки, которые между собой переплетены. И потом в эти петельки я вставлю по частичке блесток из лака с блесточками. И у меня получатся такие камушки, не камушки, стразики, не стразики. В общем, что-то очень красивое. И поставлю я их именно на матовый топ, потому что если бы я поставила эти блестюшки под матовое покрытие, они, конечно же, матом бы перекрылись и блестеть бы перестали. Единственная сложность при создании этого дизайна – это, конечно же, хорошая красочка и хорошая кисточка для рисования тонких линий, ну и поставленная рука. Как я вам в одном из эфиров показывала, что, в принципе, тонкую линию можно рисовать чем угодно, когда вы знаете, как это сделать. Поэтому ссылочку на онлайн-курс по тонким линиям я вам оставлю в описании. Ссылочки на свои любимые кисти и красочки тоже ищите там. Ну а теперь самое нудное и самое противное занятие – выловить из гель-лака с блесточками блесточки, которые мы установим в наши вот эти вот переплетения. Вот это вот самое противное, потому что надо выковырять реально по одной блестюшке и ее аккуратненько поставить.
Итак, вот такой вот результат у нас сегодня с вами получился. Строго, минималистично, как вы любите, все для вас и только для вас. Мы с клиенткой остались тоже очень довольны. Нам безумно понравился процесс создания этого дизайна. Надеюсь, понравился и вам. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!